Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, лето 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И если мы заявили судьбоносный поворот, вот давайте мы с вами узнаем, каковы судьбоносные события в течение лета. Конечно, у каждого своя жизненная история, несмотря на то, что нас объединяет один знак зодиака, но он не говорит о личных качествах, о каких-то личных перипетиях, которые индивидуальные, но какие-то подсказки нам ведь дадут. Мы выполним на двух колодах. И у колоды Таро Иллюминатов мы спросим, что же это за судьбоносные события или неожиданности. Вот чего это касается? А может, не будет ничего, будет спокойное течение жизни. Пусть так будет. Хотя кто-то ждет перемен. Итак, что же это за судьбоносный поворот? Вообще будет много общения, надо сказать. И обратите внимание, карта показывает как бы вашу позицию, словно вы возвышаетесь над всеми. Есть в этом неуязвимость определенная до той поры, пока вы не включились или вас словно не зацепили на эмоцию в первую очередь, или, знаете, как не уговорили принять участие в чем-либо. Безусловно, семерка жезлов – это карта соревнований, когда нам захочется, может быть, парировать ответчику, и предусматривает эта карта, что мы можем ответить должным образом, мы можем себя защитить, если это даже необходимо, но вопрос целесообразности будет стоять на повестке дня. Нужно мне этим заниматься или нет? Или это все-таки больше интересы людей или кого-то конкретно? А нам говорят, что нет, у вас сейчас благоприятный период максимально что-то для себя сделать на перспективу. Это может быть работа, это занятие может быть вашим даже хобби для кого-то. Или это может быть какая-то деятельность, которая новая, вы что-либо начинаете изучать. Или вообще открытый миру, пространству буквально вас что-то заинтересует, захватит. И здесь будут важны для вас, наверное, не мелкие вот, да, какие-то такие отношения буквально, что-то временное, что-то хаотично, не без какого-то порядка, или когда много общения, но в принципе оно как будто и не вдохновляет, и не обогащает, и все без толку, и люди временные, ну вот что-то такое. Мы можем включаться в какие-то вопросы, в итоге потратили нервы, потратили силы, энергию, время, и ничего не добились. А нужно именно идти к своей цели и отдавать предпочтение тем людям, или, может быть, строить по-новому свое окружение. У вас может быть такое ярко выраженное желание. Вы можете прочувствовать, что я хочу сменить круг общения. И здесь будут важны люди, которым вы можете доверять. Те, которые надежны, которые не в момент своего интереса с вами готовы сотрудничать, а на тех, кого вы можете положиться в какой-то сложный момент. И опять же, те люди, которые за вас искренне порадуются, потому что сияете как звезда, как будто вы статус можете менять, или у вас события жизни будут разворачиваться к смене статуса, у кого-то через деньги, у кого-то через работу, может быть, да, через вашу деятельность, любую, а у кого-то через личную жизнь. Поэтому меняется как пространство, меняются возможности, стало быть, и к окружению придется где-то отнестись должным образом. Не всем может, кстати, нравиться ваш изменившийся статус, или могут прочувствовать кто-то, что что-то в его жизни меняется, или в ее жизни, какая-то она другая. И кому-то из-за зависти это может не понравиться, и где-то палки в колеса. Что еще? Ну, вообще прекрасная карта, если я сказала, что что-то в вашей жизни меняется, есть какой-то прогресс. И вот она, карта прогресса, когда это очень по-вашему, по близнецам, по вашему знаку. Вы люди легки на подъем, вы открыты миру в большинстве своем. Вам, в принципе, все интересно, вы жадны на информацию, и это ваша сильная сторона. Вы не воспринимаете людей где-то по стереотипам и не относитесь стереотипно, может быть, к каким-то известиям новым. И вот здесь как раз, когда мы чему-то обучаемся, мы переходим на новый уровень. И правда, по этой карте мы можем впоследствии, как будто карта подтверждает, что у нас получится та задумка, что мы очень хотим,
Ну, безусловно, при условии, если мы правильно распределим силы. Я бы сказала, лето может быть достаточно спокойным периодом, когда я просто совершаю лишь то, на что я настроен, что входит в мои намерения, что соответствует моей цели, и я не растрачиваю силы попусту. И тогда прогресс на долгие годы, и смена статуса, и большие заработки, или вообще какой-то финансовый доход ваш вы тоже можете пересмотреть, решаются какие-то вопросы или что-то для вас прояснится. Одним словом, только вперед. Ладно. Нет чего-то глобального, правда, может быть совершенно спокойным этот период. И значит, без американских горок лето это само по себе прекрасно. Мы достанем с вами 3 карты. Из расчета 1 карта на месяц. И посмотрим, какова энергетика. А вот какова энергетика. Личная жизнь, мои дорогие, и финансы будут в центре внимания в течение всего лета. И мы что-то должны не упустить. Мы должны, как, наверное, оформить буквально что-то в инстанциях, у высоких чиновников, что-то согласовать, у кого-то, может быть, в судах какие-то разбирательства, что-то мы должны завершить. И словно эта карта Иерофант, карта законности и высоких инстанций, она также говорит, что, знаете, есть какая-то цикличность или закономерность, словно каждый из вас должен был пройти какой-то, ну, может быть, и сложный этап для того, чтобы с чем-то определиться более ясно в вашей жизни. Словно была какая-то история, она была не просто так вам дана, а чтобы мы сделали выводы, вот как будто так, и были более счастливыми. Как и заработать деньги, посмотрите, прекрасная карта, все поколения, семья, 10 пентаклей максимальная, да, если мы говорим по младшим арканам, именно в значении на пентакли, нам как будто и благополучие, и удачное завершение каких-то дел. Карта нам говорит и о том, что мы, в принципе-то, остаемся довольны. И спокойный период достаточно. Здорово. Не достала ни одной карты, но вот видите, вам идут подсказки именно такие. Итак, 3 карты. И мы достанем по месяцам, посмотрим, какова энергетика. Июнь, июль и август. И на колоде Таро Висконти Сфорца мы достанем по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь, тоже по одной карте. Пусть нам карты обрисуют летнюю ситуацию для близнецов. Итак, июнь, дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Июль, дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. И август, дела, работа, бизнес, все то же самое повторим, финансы. И посмотрим, что в личной жизни. Итак, июнь, с чего начинается? Разобраться в каких-то буквально ситуациях, которые встали словно на паузу. Или это какая-то ваша история, которая может быть связана с оформлением документов или чем-либо, какое-то дело просто не продвигается. С другой стороны, сейчас мы откроем остальные карты. Сама по себе тенденция месяца, безусловно, более спокойная. Но есть тот вопрос, с которым нужно разобраться. С одной стороны, карта нам говорит, что если это касается каких-то, вот как раз то, что я сказала, разбирательств, решений, оформления документов, нужно быть достаточно хладнокровным. Почему? Мы не влияем на ход событий именно в этих инстанциях. Нам могут не сразу подписать какую-то бумагу, оформить документы, поэтому нервничать по этому поводу не нужно. Вот это мы изменить не можем. То, что мы не можем изменить, мы по этому даже и не расстраиваемся. С другой стороны, может быть, есть тот вопрос, когда
вы именно от ваших приложенных усилий что-то может поменяться. Ведь есть по этой карте словно тупик, когда мы с чем-то должны определиться, увидеть словно с другого ракурса. Какой-либо вопрос, жизненно важный, все-таки это старший аркан. Или мы можем пытаться убыстрить что-то, или пытаться разобраться, найти какой-то выход из чего-либо. Но, с другой стороны, у нас будет желание ничего не делать, правда, оставить все как есть. И у каждого вот здесь немножко по-своему проиграется. Кто-то, может быть, думал, ну, какая-то была первая мысль, да, а потом с течением времени вы приходите к выводу в течение, может быть, июня. И нет, я так не хочу, я хочу переиграть. То есть вы можете словно самого себя где-то приостановить и подумать, а нужно мне это все или нет. Ну, вот такая вот остановка, она может быть. А для кого-то из вас это вы будете искать из какого-то положения тупикового, может быть, в отношениях, может быть, по работе. Это может выражаться в том, что я хочу выйти из словно заблокированного положения и какую-то историю прекратить. И вы тоже будете изыскивать методы, как мне решить тот или иной вопрос. Давайте посмотрим, что нам скажут карты дела, работа, бизнес в этот период. Вообще от вас многое будет зависеть, потому что очень благоприятная карта 5 минут до старта. Кто-то будет действительно банально ждать документов, которые должны быть оформлены. Может быть, буквально какие-то визы даже, потому что по тройке жезл иногда мы собираемся в путешествие или переезжать, или вы собираетесь с семьей переезжать, или вы один, одна, и тогда вы будете готовить словно почву для этого. Вы уже как будто на низком старте можете находиться, но вот какие-то бумажки, документы могут как раз задерживаться, но это когда перед нами открываются великолепные перспективы, когда мы сами открыты миру, правда, когда нам все интересно, когда все у нас, повторяюсь, под контролем. Значит, если где-то проигрывается эта ситуация, да, когда именно задержка в плане документов, оформлений каких-то, да, значит, нужно принять это как данность. Тут нет смысла ускоряться. Все в ваших руках. Есть тенденция, когда мы говорим старший аркан, это то, чего мы не можем изменить. То есть сам по себе месяц достаточно нединамичный, он более такой спокойный. И поэтому, если мы хотим что-то решить для себя в плюс, значит, от нас какая-то активность-то тоже предусмотрена. Давайте мы узнаем, что по деньгам. А здесь как будто могут быть разочарования из-за денег. И причем это не новая история. По пятерке кубков это разочарования какие-то прежние. Что-то не понравилось. Что-то мы тут можем переосмыслять. Можем какую-то проплату поставить на паузу, между прочим. Или сами вот встать вот так вот и начать что-то обдумывать. Может быть, какой-то бизнес-проект. Или просто вашу финансовую ситуацию. Что будет дальше? Потому что ну, наверное, были какие-то, как словно грабли, да, когда-то мы с вами нашли и не остались довольны. И мы не хотим повторения какого-то опыта. И здесь может быть ощущение, что да, меня не устраивает именно какая-то финансовая составляющая. Или идет по финансам что-то совсем не так, как вы предполагали. Из-за этого и захочется, может быть, остановиться, обдумать. Личная жизнь. Да, а в личной жизни очень много сомнений. Вы знаете, вообще может быть так. Смотрите, из-за того, что что-то приостановилось по независящим от вас причинам, хотя вы-то сами, как раз у вас сильная позиция сейчас, но именно неожиданная какая-то приостановка ваших дел может у вас вызвать буквально какие-то, ну, у кого-то даже внутренние страхи, у кого-то то, что мы обдумываем целую ночь, буквально потом не спим, это в вашу бессонницу может вылиться, а у кого-то какое-то прямо глубочайшее разочарование, что все идет совершенно не так. Вот я тут что-то распланировал, а тут возьми и все как-то одно тормозится, второе, или один какой-то вопрос не решен, а тут и второе непонятно. Поэтому будьте оптимистами, мои дорогие. Помните, наверное, что, ну, наверное, если притормаживается энергетика месяца такова, а нам по тройке жезлов все равно нужно контролировать все то, что есть. И если мы не можем чего-то изменить, принять это мудро, исключить.
эмоций. Ведь пятерка кубков – это эмоции, ну а девятка мечей и подавно. Мы не видим истинную картину вещей, понимаете? Мы заглядываем в прошлое или мы где-то застреваем в собственных мыслях, а потом нам выливается это в какую-то инсомнию, бессонницу. Вредно много вспоминать каких-то минусовых ситуаций из прошлого, философствовать именно, да, позволять себе какую-то реальность перевести в ранг эмоций. Вот там мы и застрянем, причем глубоко. И потом сами себя словно сковываем, понимаете? И ведь всегда, когда мы окунулись вот в эти эмоции со знаком минус, это как колодец или билет в один конец. Попробуй потом оттуда выкарабкаться, понимаете? Это сложнее, чем туда попасть. И чтобы вот таких ситуаций не создавалось, контролируйте свои эмоции. Давайте посмотрим, что у нас в июле. Ну, вот так вот. Тут у нас была какая-то пауза или словно какой-то стопор, а в июле, видимо, есть какое-то движение или, может быть, период заканчивается, ожидание, вы получаете, наконец, какие-то документы, что-то оформляете, что-то определяется. Правда, есть цикличность. И перед нами открывается горизонт. Но тут, если словно от этой карты зависел, точнее, темп нашей жизни, и нам говорят извне, вот, ну, сколько ты себя не тормоши, видимо, месяц такой, быстро что-то ты не порешаешь. Тут мы готовы стартовать, но как-то обстановка извне, обстоятельства не способствуют. А здесь все наоборот. Это мы уже готовы куда-то мчаться с места в карьер, а нам говорят стоп, семерка кубков. Это нужно остановиться и рационально обдумать. Не погнаться за какой-то иллюзией или не двигаться сразу в нескольких направлениях. Для вас именно важно выбрать что-то одно, свое, и уже от этого не отступать. Мы можем одеть где-то, как и розовые очки, на смену каким-то разочарованиям, поэтому решаться вопросы, правда? И мы можем быть где-то чересчур на волне уже других эмоций. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Да, тут словно все приходит в движение. Динамика, переезд или поездка, или какие-то новости приходят, или к вам приезжают люди, или вы куда-то отправляетесь. Скорость, передвижение и также информация. Вот 3 компонента по этой карте, и здесь все это может перемешаться. И такая скорость в вашей жизни значительно увеличится. Или, если мы говорим, что здесь 5 минут до старта, вот в июле как раз вы куда-то можете, как и поехать, и что-то у вас здесь, может быть, по вашим вопросам само по себе сдвинется. Что-то будет ясно. Вы словно можете себя... В чем-то вы победите, я бы даже так сказала. Какой-то вопрос у вас вполне вероятно будет решен или почти решен, потому что вы с оптимизмом уже смотрите вперед. Или ситуация проясняется, и я уже могу что-то планировать. Но пока еще рановато действовать нам, как будто так говорит карта. И правда, по делам прогресс. А по финансам? Ну, как будто карта хорошего настроения. Знаете, тут могут приходить финансы как из разных источников к вам, так и в целом. Это финансы вашей семьи, вашей пары. Выпадает король кубков, ну, останемся мы довольными. Но я должна сказать, ведь король кубков – это у нас великий манипулятор, и вам выпадает эта карта. Будет правильно, если вы сами будете распределять финансы, даже в вашей семье, в вашей паре. Потому что у короля кубков двойственная такая энергия. Он умеет ловко переключаться между эмоциями и рационализмом. Вы тоже это умеете, мои дорогие близнецы. И там, где эмоции нам нужны. Это небольшой круг людей, кому мы готовы дарить эти эмоции. И которые взамен дают их нам, то есть взаимообмен. Во все остальные случаи, когда вопрос особенно касается финансов, денег, король кубков чрезвычайно хладнокровен и прагматичен. Он вот эти самые эмоции в кубок складывает, как будто
прячет. Еще тут кубок такой нарисован, как будто с крышкой, что никто не догадается. Поэтому придется где-то лавировать. И вот за счет этих двух энергий нам удается решить очень многие вопросы. Как будто вы будете по финансам лучше видеть, как ими распорядиться. Как не уйти в минус, как и сохранить какой-то плюс. В целом вы останетесь довольны, мои дорогие близнецы, в июле месяце финансами. И уж будет хорошее настроение. Правда, может какой-то новый даже проект, а у кого-то это будет бизнес-проект, семейный, правда, или в вашей паре вы задумаете что-то новое или какие-то грани вот именно такого семейного сотрудничества вы увидите. Может, задумаете маленький магазинчик открыть, или, может быть, интернет-магазин, или еще что-либо. Ведь тут какая-то идея, как вам, может прийти в голову, и вы захотите ее реализовать, и вполне вероятно вашему партнеру тоже. Вы с ним будете как будто на одной волне. Я бы сказала, для тех, кто в паре, и не обязательно может быть семейный, а для тех, у кого вот есть тот партнер, который, знаете, единомышленник, тут что-то очень интересное можно закрутить. Причем на длительный период времени, когда вам будет приносить дважды доход в течение ряда лет. И будет просто вот эта стабильность какая-то финансовая. Все-таки у нас идет рыцарь Пентаклей. И эта финансовая стабильность, она словно будет по нарастающей идти. Это вообще здорово. Нам могут прийти в личной жизни на помощь как советом по этой карте, так и деньгами, так и какими-то, ну, может быть, в чем-то нам какая-то помощь. Почему вот я и говорю, благоприятный период, и если вы вместе, то что-то вот такое начать в вашей паре, чтобы вас объединяли не только чувства, а был какой-то интерес. Вообще, если удастся это сделать, будьте внимательны, то тогда, словно вот этот марафонский забег, мы останемся довольно длительные годы, и нас будет соединять не просто чувства, понимаете, а еще и какое-то дело. Это с позиции уже какой-то, знаете, дружеской основы, то есть это более глубокие чувства в итоге. Это объединяет больше, понимаете, это дает какие-то еще большие перспективы. Но даже если вы один или одна, вполне вероятно, вам кто-то придет на помощь, и кто знает эти отношения, может быть, с каким-то человеком, на которого вы прежде не рассчитывали, вы как-то на него посмотрите по-другому, с другого угла, другого ракурса. Но есть, по крайней мере, вариант даже для тех, у кого сложная финансовая ситуация, ведь у каждого своя какая-то история, когда мы останемся финансами довольны, потому что именно нам кто-то поможет каким-то образом. Давайте посмотрим август. Август у нас выпадает шикарная карта королевы Пентаклей, когда у нас все под контролем. Правда, для вас лето более чем спокойный период. Где-то от этого спокойствия мы можем так даже захандрить, правда, вот это эти карты хандры. Где-то нам захочется, но ускориться неимоверно. А в целом-то вообще стабильно, четко, надежно, понятно, на долгий период времени. Королева Пентаклей из хаоса создает порядок. Это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, и, может быть, какие-то вопросы в августе вы будете с ним решать. Вообще, эта карта мы смотрим же все-таки как энергетику, и это карта благополучия и стабильности, когда как наша жизнь состоит из мелочей, так и для вас будут важны вопросы вашего здоровья, уделить внимание самому себе. И не в плане, что мы заболели, а вот в плане профилактики. Что-то нужно как бы для себя самого любимого сделать. Вопросы вашего имиджа, они где-то тоже с вопросами здоровья перекликаются. То есть мы должны быть более работоспособны, мы должны следить за своим телом, за своим организмом, и это тоже предусмотрено. По королеве Пентаклей также наши идеи, наши цели, наши намерения, потому что королева Пентаклей восседает среди райского сада на троне. И этот сад она построила своими руками. То есть сначала это какая-то мысль. Вот, кстати, июль, да, мы говорим,
А потом это идет воплощение в реальность. Любой проект мы можем воплотить в нашей жизни и более чем остаться довольны. У нас как будто в прогрессе все. Все идет рост. Посмотрите, как все благоухает, сколько тут и фруктов изображено. То есть изобилие, процветание, ну и, понятно, деньги. Очень спокойно, благотворный для вас период август. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, какие-то новые идеи могут быть, а для кого-то вопросы, связанные с детьми. Здесь сам по себе как инсайт. Вы как идея какая-то к вам может прийти или какое-то решение. Вам захочется узнавать что-то новое или куда-то, может быть, отправиться. Но карта нам говорит больше, что мы, знаете, не торопимся на этот период. Продумывать какие-то идеи наши будет очень хорошо. Решать вопросы, словно, знаете, снова, с новым взглядом на мир. Или как-то нам придется, может быть, решать вопросы с каким-то обновлением словно или с элементом того, что изменилась какая-то обстановка, какая-то реальность могла поменяться. Приятный месяц сам по себе. А что у нас в финансах? А в финансах у нас выпадает колесо фортуны. И здесь, вот как если мы говорим, новый проект, будьте внимательны. Новое это еще как непознанное. И здесь 50 на 50. И мы это не узнаем, в плюс нам это или в минус, пока мы в этом не проучаствуем. Поэтому оставляйте по этой карте себе обязательно пространство для маневра. Вот как тот мудрец, который изображен на карте, он словно проползает внизу, под вот этой рулеткой судьбы. И если вам нужно будет, вы уже, предположим, начали заниматься каким-то делом, решение вопроса, новым каким-то, да, предположим, и поначалу это выглядело очень перспективно и заманчиво, а потом вы видите, что, ох, какие-то новые грани сотрудничества, предположим, открываются, и я туда не пойду. Мне это уже не нравится. Значит, мы должны, как тот мудрец, выйти из этого дела, не рисковать собой. По этой карте мы надеемся сами на себя. Но почему я сказала, что мы должны все равно в чем-то проучаствовать? Это ведь как его величество случай. И нам ведь может очень в чем-то повести. И если это мы говорим со знаком плюс, это есть возможность словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Или это словно поймать жар-птицу за хвост, удачу за хвост, вот что-то такое. Но что это будет? Здесь у каждого, безусловно, индивидуально. Поэтому держим руку на пульсе и подмечаем абсолютно все. Исключаем всяческий риск. Вернуться к рациональности, как будто нам придется с чем-то не просчитаться. И что у нас в личной жизни? Какое-то ваше важное решение. Знаете, вы можете просто быть словно, ну вот как на развилке. Правда, может быть, информацию вы получите вот сродни этого колеса фортуны. Это ведь по-разному может выражаться. И вам нужно будет оценить, куда же я иду, в каком направлении я двигаюсь. Решаюсь я на что-то или нет? Нужно мне заниматься этим делом или нет? Буду я работать в этой организации или, предположим, нет? Буду я открывать свой бизнес или нет? Буду я продолжать эти отношения или нет? Личная жизнь – это не только про любовь, это еще какая-то наша личная история, которая может быть связана с нашими амбициями, здоровым честолюбием, того, чего мы хотим добиться, или в конечном итоге, какого качества жизни мы бы хотели для себя. И вот здесь буквально на кону ваше качество жизни от вашего решения может зависеть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы. Нет ничего невозможного построить свой сад мечты.